Здравствуйте, друзья! Уже ни для кого не секрет, что спортивный комплекс «Олимпийский», некогда один из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов России и Европы, сейчас превращен в кучу строительного мусора, проще говоря, уничтожен. Что будет на его месте? Это мы скоро узнаем. Какие секреты таил в своих подвалах и тайных комнатах спортивный комплекс «Олимпийский»? С чем столкнулись строители и почему демонтаж начали именно с арены? В этом видео вы увидите эксклюзивные кадры путешествий по подвалам и рассказы сотрудников, которые работали в Олимпийском с момента его строительства и все эти годы хранили молчание. Вернемся в 1968 год. На карте города Москвы все еще обозначен небольшой стадион «Буревестник». Вокруг него расположены жилые дома, тихие улочки, химико-металлургический завод и фабрика «Восход». Но уже через год судьбу целого квартала радикально изменила идея председателя спорткомитета СССР провести летние Олимпийские игры в Москве. Событие мирового внимания должно было пройти не только безупречно, но еще и по-настоящему удивить. И в 1977 году началась амбициозная стройка самого гигантского на тот момент времени овального здания крытого стадиона и еще одного внушительного овального здания с несколькими плавательными бассейнами. Все это общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров. По проекту крыша мембрана крытого стадиона толщиной всего 6 мм укреплялась на наружном железобетонном кольце, которая покоилась на 40-метровых колоннах. Других промежуточных опор у перекрытия не было. Арена стадиона была приспособлена для нескольких типов покрытий. На ней можно было уложить синтетический ковер, рекартановую беговую дорожку или превратить ее в искусственное ледяное поле. Основная арена трансформировалась в отдельные площадки для одновременного проведения соревнований по разным видам спорта. Во время Олимпиады на южной стороне стадиона 17 тысяч зрителей следили за перипетиями баскетбольного турнира, а в северной части 18 тысяч человек наблюдали за боксерским поединком. Уникальной особенностью стадиона являлась звуконепроницаемая перегородка высотой с 8-этажный дом. Перегородка из 26 панелей собиралась всего за 2,5 часа и разделяла арену на две части, позволяя проводить одновременно сразу два мероприятия. Однако, на первый взгляд, совершенно мирный объект вполне мог иметь и второе назначение. Не стоит забывать, что на момент проектирования этого комплекса еще вовсю шла холодная война. СССР бешеными темпами захватывал господство в космосе, а гонка вооружений и технологий еще только набирала обороты. Усовершенствовалось не только ядерное оружие, велись разработки в области климатического и психологического оружия. Заинтересованные органы прекрасно понимали, что во время проведения Олимпиады приедет большое количество иностранных граждан, и залы Олимпийского будут полностью заполнены. Очень удобный случай, чтобы провести испытания воздействия приборов по управлению поведением больших масс людей. Звучит как фантастика, но если приглядеться к форме и конструкции стадиона, напоминающую огромную спутниковую тарелку, а также услышать рассказы сотрудников и очевидцев строительства, получается не все так уж и фантастично. Из воспоминаний сотрудников. Стройка шла полным ходом, кругом грязь, хаотично валяется строительный материал, мусор. Утром прихожу, вижу большую яму, подошел поближе, дна почти не видно. Рядом человек в штатском, и тут же мне говорит: «Проходите, товарищ, не задерживайтесь». На следующий день ямы уже не было. Когда пришла работать в Олимпийский, была молодая, энергичная, все интересно, огромное здание, сразу не разобраться, куда идти, много лестниц, все одинаковое. Однажды иду, чувствую, заплутала. Вдруг меня останавливает мужчина и спрашивает: «Кто вы? Что вы? Вам сюда нельзя». Я удивилась, а потом мне рассказали, что есть спецкомнаты, особо секретные, расположенные в спецзонах. Там круглосуточно сидит охрана и никого даже близко не подпускает. Когда шла подготовка к запуску стадиона, работал в дежурной бригаде сменами.
Иногда смены выдавались особо тяжелые, в плане самочувствия, коллеги жаловались на головную боль и сильную усталость. Многие из моей смены, проработавшие 15-20 лет, впоследствии умерли в основном от рака, не дожив и до 50 лет. Примерно через год после проведения Олимпиады в одной вентиляционной камере обнаружили мумифицированный труп мужчины в зимней одежде. А обнаружили его летом. Как он туда попал, кто это и как давно он там, было совершенно непонятно. Всех сотрудников комплекса тут же опросили люди в штатском и взяли подписку о неразглашении. Кто был этот человек, и по сей день тайна. Нет никакой доступной информации. Возможно, это был агент разведки, который приехал под видом туристов и пытался что-то найти. Когда монтировали оборудование, видела людей, нештатных сотрудников, которые устанавливали что-то в стенах по кругу здания и тянули туда провода. Ходили слухи, что это специальные датчики или антенны, но для чего именно предназначалось, никто не знал. Сейчас вы видите уникальные кадры, сделанные за год до начала реконструкции. Обследование подвальной части Олимпийского. Бесконечные коридоры. Целая сеть лабиринтов. Крепление для огромного количества проводов и оборудования. Но где же само оборудование? В одном из закрытых помещений за 3 дверями был найден огромный склад различных радиодеталей. Год выпуска деталей 78-82. Это в то время, когда каждый элемент был редкостью. Кто занимался радиолюбительством в те годы, прекрасно помнит, что в продаже было ничего не найти. А тут целый склад редких, дорогих радиодеталей, микросхем и частей приборов. Так почему же строители начали демонтаж именно с разрушения бетонного основания арены? Куда именно хотели попасть и что искали? Есть информация, что работы по демонтажу всей арены планировали закончить буквально за неделю средствами всего одного небольшого трактора. Но тут строителей ждал неожиданный сюрприз. Бетон оказался настолько прочный, что никак не хотел поддаваться. Лишь спустя 2 недели круглосуточной работы им удалось пробить небольшое отверстие – лаз через многослойную бетонную плиту арены. Сразу после этого работы резко остановили. На следующее утро пришли некие люди и очень долго ходили по подвалам и что-то выясняли. После их ухода в некоторых подвальных помещениях строители увидели красные таблички, обещавшие большие неприятности тем, кто повредит хоть один проводок, помеченный данной табличкой. Друзья, а как считаете вы, мог ли существовать под ареной Олимпийского секретный бункер или лаборатория, вход в который знали только люди, обладающие высшей категорией секретности? Какие еще секреты скрывал Олимпийский? Может, вы замечали что-то необычное при посещении данного комплекса? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, и совсем скоро вы еще узнаете много интересного про Олимпийский и не только.